Все по-разному относятся к бренду Xbox. Кто-то его ненавидит, а кто-то превозносит. Но нельзя отрицать того, что Xbox сейчас на коне. И мы здесь собрались, чтобы узнать все интересные новости и не только. С вами Номад, и да, я вернулся, и мы начинаем. Привет, друзья! С момента релиза нового поколения Xbox Series в ноябре нам практически ничего не показывали из новинок. Разве что вышел Medium, средненький такой. И все мы сидели, засунув голову в песок, и думали, ну как так, у Xbox столько студий, а вы ничего нам не показываете. Благо у нас появились игры Bethesda, которую купила Microsoft, и Game Pass. Позволял скоротать все эти деньги. Ах да, еще появилось новое обновление под названием FPS Boost, которое поднимало частоту кадров в некоторых играх. Но тут наступила E3, и Xbox там в прямом смысле всех порвал. Целой кучей своих анонсов, как ожидаемых, так и не очень. Ну и поговорим, пожалуй, про самые интересные. Показали Halo Infinite, но только сетевую игру. В целом выглядит хорошо, и точно в разы лучше, чем было. Также сообщили, что мультиплеер будет доступен по free-to-play системе, и вот эта новость шикарна. И вот чем. Я давно считаю, что все вот эти сетевые режимы в играх Xbox, таких как Halo и Gears, нужно сделать в виде отдельной игры, как и в случае с Call of Duty Warzone. Так как я в данные игры, как и большинство, наверное, играю сначала ради сюжета, а потом уже мультиплееры. Вот пример. В Gears я играю с первой части, и на пятой меня уже просто тошнит от этого однообразного геймплея с гнашерами и 50 волнами Орды. Это скучно и неинтересно. Об обратном вам скажут разве что задроты, которые нон-стопом гоняют в эту игру, или новички. Поэтому хочешь ты играть в сюжетку, покупай игру. Нет, так играй в мультиплеер бесплатно. Вот поэтому решение, принятое с Halo, очень хорошее. К сожалению, дата выхода неизвестна. Как сообщают разрабы, компании думают над лучшим временем для выпуска, но я все же склоняюсь к декабрю 2021. Показали геймплей Stalker 2. Ну, чё там? Все понравилось. Единственное но, в трейлере искусственный интеллект вел себя довольно тупо. По заверениям разрабов, сложность была специально снижена, чтобы сделать ролик более киношным. Так что с АИ, думаю, все будет хорошо. Осталось просто дождаться выход игры. Следом проехалась со скоростью 300 км в час шикарная форзочка Horizon 5. Релиз которой состоится уже в ноябре. Действие будет происходить в Мексике, а не в Японии, как многие ожидали. Вернется правостороннее движение. Появится режим экспедиции, где вы будете с другими игроками или один исследовать карту. Вот это мне не хватало в прошлых частях. Карты были шикарные, их хотелось исследовать, но было совсем не обязательно. В пятой же части это должны исправить. Будет поддержка ретрейсинга, но только в режиме Forza Vista, когда вы будете рассматривать машинку, открывать дверки, багажники и маяться вот такой вот всякой ерундой. Будет также смена сезонов. В Мексике погода неустойчива, поэтому то и дело будут ураганы, дожди и аномальная жара. Ну и действующий, мать его, вулкан. Разработчики использовали технологию фотогеометрии или как-то так, для более реалистичной передачи ландшафта. Также снимали целые сутки мексиканское небо, и, вероятно, планка качества проработки облачков у них опять вырастет, ибо в третий Horizon небо было тоже классное. Короче, ждем игру, форзочка не подведет. Дальше показали Starfield. Тома Круза там не будет. Релиз в 2022 году. Да, печально согласен. По заверениям Тодда Говарда, если я ничего не путаю, конечно, это будет Skyrim только в космосе. Также в разработке находится The Outer Worlds 2. Первая часть была средненькой, надеюсь, во второй все исправят. Симулятор полетов на самолетиках наконец-то доберется до консоли 27 июля. Очень жду. Будет какая-то коллаборация с фильмом Top Gun Maverick, и в игре появятся истребители. Показали нарезку геймплея Back 4 Blood. Что сказать, смесь Left 4 Dead и World War Z в геймпассе с первого дня. Показали новый сезон в Sea of Thieves под названием «Пиратская жизнь», где появится капитан Джек Воробей и Дэвид Джонс. Только будьте осторожны при прохождении сюжета, ибо некоторые задания проходятся другими игроками и вам не засчитываются.
нравится или путь не открывается. В целом я опробовал, мне понравилось, уже доступно. Показали мной сильно ожидаемую Hellblade 2, а точнее сказали, что релиз еще не скоро. Печально. А я напоминаю, практически все игры выйдут по Game Pass'у в первый день. Появится даже Hades, по мнению многих, игра 2020 года. Ну раз заговорили про Game Pass, вот новая подборка за июль. Честно, не очень. Разве что Limbo хороша, все остальное так себе. Также 1 июля мы получим на 15 дней раньше всех остальных ретро-игрулю Space Jam и New Legacy. Сплакнем слезы ностальгии. Неожиданно продажи Xbox в Японии выросли довольно неплохо. Напомню, на родине PlayStation и Nintendo. До такой степени, что аж будут игры переводить на японский язык. Но плюс для нас, как игроков, вероятно, больше японских игр будут выходить на Xbox, а точнее по Game Pass'у. А может заодно и студию новую купят. Что, кстати, думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Microsoft снова запустили Design Lab для создания своих расцветок для геймпадов, но, к сожалению, только в США. Ну и как видите, новостей по боксу хоть отбавляй. И если в старом поколении многие претензии были не безосновательны, то в этом же все очень даже хорошо. Game Pass почти стабильно радует новыми пополнениями. Да, если надоест играть на боксе, можно пересесть на Windows 10. Также по Game Pass'у и покачать там какие-нибудь стратегии. Ну и выходит множество обновлений, а самое главное, начнут выходить игры. Где же это видано, чтобы на Xbox выходили игры? Подумают хейтеры. И знаете, по духу новое поколение Xbox'ов напоминает времена 360-го, когда было тонна игр и людей ничего не волновало, они знали, что придут домой и будут спокойно играть. Ну а с вами был неофициальный ведущий E3 Номад. Делитесь своими впечатлениями о Xbox. Еще увидимся, бэйби! Spasibo so Ruby Tess Sa Name Na Xboxe. Uvedimzia Ve Igre.